развивалась в условиях разных обстоятельств в течение XX века в России. В Западной Европе на рубеже XIX и XX веков дизайн двигался вперед промышленными фирмами. Каждое новое техническое изобретение, будь то мотоцикл, лампочка или турбина, стремительно проходило через много циклов улучшения. Его старались сделать и практичным, и красивым, и удобным, иначе просто не выиграть в конкурентной борьбе. А вот в СССР дизайн зарождался в необычных условиях, вместо эволюции – революция. Резкие и порой катастрофические перемены. Отставание царской промышленности только усиливало это ощущение чистого листа. Революционные художники-конструкторы верили, что строят отечественный дизайн с нуля. В начале становления советского дизайна лежали переосмысления зарубежных образцов техники. Например, первенец московского автозавода АМО F-15. В 1916 году в России заложили 6 новых автомобильных заводов, основу для новой автопромышленности. И к моменту революции ближе всех к запуску оказался московский завод братьев Рябушинских АМО, он же будущий ЗИЛ. Его задачей было собрать по лицензии итальянские грузовики Fiat 15 TR. На их основе и построили первый советский автомобиль АМО F-15. Правда, из-за гражданской войны сделать это лишь удалось в 1924 году, да и позже их производство было полукустарным. И все же с 1924 года по 1931 сумели выпустить больше 6 тысяч столь нужных стране грузовиков. Ну а больше моих фото и видео вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Там вы также сможете поддержать мою деятельность и попасть в титры к видео. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео, так что тоже рекомендую подписаться еще и на мой Telegram. Там оперативно выходит информация о моих новых видео на канале Dasha Models и Dasha Technic. Ссылочка на Telegram есть тоже в описании. А это первый в Советском Союзе мотоцикл L300, и по сути это переосмысленная копия немецкого мотоцикла ДКВ. А это Нами-1, и это первый легковой автомобиль, разработанный в СССР. И это дипломный проект молодого инженера Константина Шарапова. Он хотел создать простую, легкую и дешевую малолитражку, которую могли бы производить российские заводы. Хотя по устройству Нами-1 был лишь чуть сложнее мотоколяски, и он вмещал 4 человек. Производство прекратили в 1930 году, выпустив меньше 400 автомобилей. А перед вами ЗИС Спорт, и эту машину молодые инженеры КБ экспериментального цеха ЗИС построили по собственной инициативе на шасси представительского ЗИС-101. Чтобы реализовать свой план, они преподнесли его как один из подарков матери Родине к 20-летию комсомола. Подарком оказался непривычный для СССР автомобиль типа «Родстер», то есть роскошный спортивный двухместный кабриолет. Валентин Ростков разработал дизайн кузова, и он отвечал новейшим веяниям мировой моды. Например, фары были утоплены в крылья и визуально объединены с решеткой радиатора. И, разумеется, внутри тоже скрывалось множество улучшений. Мощность машины выросла, максимальная скорость достигла 165 км в час, и предполагалось ее довести аж до 180 км в час. А реплику ЗИС Спорт в 2012 году создал реставрационный центр «Молотов Гараж». А это ГАЗ-А Аэро. Коэффициент сопротивления кузова ГАЗ-А составлял 0,48, в то время как в версии Аэро эта цифра снижалась до рекордных в наше время 0,2. Цифры действительно поражают, но испытания в городских условиях показали, что такие серьезные улучшения в аэродинамике снизили расход топлива лишь на 3% и на целых 12% при движении по свободным дорогам за городом. ГАЗ-А Аэро был уникальным эпизодом советской инженерии, пускай и никак он не был связан с производством реальных автомобилей или автоспортом в СССР. И это еще раз доказывает тот факт, что даже при тотальном дефиците информации, имея четкую цель, можно совершить удивительные деяния. Во время войны, естественно, было не до технической эстетики, и новым словом в советском автодизайне стал ГАЗ-М-20 «Победа». ГАЗ-М-20 стал настоящим прорывом для автопрома СССР по целому ряду причин. Например, кузов «Победы» впервые полностью был спроектирован и подготовлен к массовому производству отечественными специалистами. Кузов «Победы» — это один из первых в мире приемов аэродинамического дизайна. «Победа» — это первый советский автомобиль с несущим кузовом. Впервые на советском легковом автомобиле такого класса использовалась тормозная система с гидроприводом, коробка передач с синхронизаторами и отопитель салона, и также радиоприемник. «Победа» — это и первый автомобиль ГАЗа с передней независимой пружинной подвеской. И «Победа» — это первый советский легковой автомобиль, который официально экспортировался в страны Запада – в Австрию, Бельгию, Великобританию, Финляндию и Швецию. И на первый взгляд кажется, что в послевоенный период в Советском Союзе было не до дизайна. Нужно было отстраивать разрушенное, восстанавливать скудный быт, строить хоть какой-то транспорт взамен того, что бессменно работал всю войну. Но это не так.
На дизайнеров был огромный спрос. Дизайн как профессия в СССР сформировался именно в эти годы, причем в первую очередь благодаря транспорту. Гигантская махина промышленности, которая 5 лет работала только на войну, теперь переходила на производство гражданских товаров. И все эти товары кто-то должен был конструировать. Специалистов по эргономике и эстетике, умеющих создавать красивые и удобные вещи, не хватало. Их перестали еще обучать в 1938 году с закрытием Хутейна, то есть Ленинградского высшего художественно-технического университета. Спрос на дизайнеров вырос и потому, что советские люди, уставшие от войны, стремились построить себе комфортную жизнь, которую заслужили. Из Европы в СССР пошел поток трофейных товаров и фильмов про заграничную жизнь. Они создавали резкий контраст с привычным бытом, вырос спрос на качество и эстетику исполнения. Для транспорта актуальной темой была эргономика. В довоенных моделях автобусов и трамваев часто игнорировали удобства пассажиров и водителей, лишь бы освоить производство. Теперь это начали учитывать. И поначалу функцию дизайнеров взяли на себя архитекторы и художники. Например, Юрий Соловьев, 25-летний выпускник Полиграфического института. Уже в 1945 году Соловьев создает проект комфортабельного плацкартного вагона. Это он придумал полки, которые можно поднять вместе с бельем, складывать лестницы и откидные столики в вагонах. И в том же году он возглавил первую в стране специализированную проектную организацию промдизайна – архитектурно-художественное бюро при Наркомате среднего машиностроения. И примечательно, что создали ее именно для дизайна транспорта. АХБ разрабатывала дизайны проекты пассажирских судов, почтовых аэросаней, правительственных яхт, вагонов, троллейбусов. Там же создавали дизайн и атомного ледокола «Ленин», и даже интерьеров первой советской атомной подводной лодки. Первые дизайн-бюро при заводах тоже формировались в сфере транспорта. И еще в конце 30-х годов Валентин Росков создал на заводе имени Сталина, он же ЗИС, группу перспективного проектирования автомобилей. Одновременно в стране готовили и новых транспортных дизайнеров. В последние месяцы войны правительство СССР возродило дореволюционное училище технического рисования Строгановское в Москве и училище барона Штиглица в Ленинграде. Второе теперь уже называется Высшее художественное промышленное училище имени Мухиной. Уже в 1954 году выпустила по 6 художников по специальности автомобилестроения. Тогда же защитили первые дипломные проекты по дизайну внешнего облика автомобилей «Москвич» Васильев и ЗИС Кудрявцев. Так у дизайна в стране появилась среда для развития. Из училища имени Мухиной вышло множество известных советских дизайнеров транспорта. Например, из них сформировали дизайн-бюро, которое рисовало стремительные силуэты катеров на подводных крыльях «Метеор» и «Комета». Примером развития стиля можно назвать «Москвич-408 Турист». Советский «Москвич-408» оказался самой удачной моделью московского завода малолитражных автомобилей. Машина появилась в нужное время и в нужный момент. Идеальное сочетание надежности, потребительских свойств и цены сделали 408 настоящим экспортным хитом. Седан продавался в Западной Европе, Скандинавии, а его праворульная версия появилась и в Британии. В 1967 году половина всех московских москвичей уходила на экспорт. Перед вами двухдверный кабриолет, который вполне мог оказаться на конвейере московского автозавода. Версия «Турист» создавалась с прицелом на те же западные рынки, а для СССР планировали делать упрощенную версию для работы в прокате на южных курортах. Но по решению руководства автозавода кабриолет так и не попал на конвейер. Официальная причина – это отсутствие свободных мощностей, ведь обычные седаны разбирали как горячие пирожки, а внедрять мелкосерийную модель не стали. Проект закрыли, и все экспериментальные кабриолеты отправили на утилизацию. А это ВНИИ Т-Макси, изготовленный в 1967 году на базе агрегатов «Запорожца». И это экспериментальный образец малогабаритного городского легкового автомобиля. При такой же колесной базе с «Запорожцем» и длине Макси обладал более просторным салоном с передними сиденьями поворотного типа, облегчающими посадку. Багажник нашел место за задними сиденьями, а за багажником располагался двигатель. Задняя стойка кузова, которая выполняла роль дуги безопасности, объединялась с воздуховодами системы охлаждения двигателя, а воздухозаборники которой размещались на крыше. В снаряженном состоянии масса Макси не превышала 650 кг.
С середины 50-х годов жизнь в Советском Союзе начала резко меняться, и настал период оттепели. Как будто открылась дверь к большому разнообразию в культуре и развлечениях, к более современной и комфортной жизни. В 1957 году Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве познакомил советских людей с западной музыкой, современным искусством, кино и модой. А в 1959 году на американскую выставку в Сокольниках привезли бытовую технику, предметы интерьера и, конечно же, автомобили. Советские дизайнеры транспорта тоже получили возможность показать себя. В 1958 году автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» взял гран-при, а большую золотую медаль дали судам на подводных крыльях «Ракета» и «Волга». Но советские люди уже начали приобретать вкус к новому, и по всей стране массово возводили жилье, а люди с упоением обустраивали первые в их жизни собственные квартиры. Они шли в магазин за красивыми и удобными вещами, а находили там неказистые товары низкого качества и устарелого вида. Доходило до того, что забивались склады, невостребованную продукцию просто негде было хранить. И поэтому в 1962 году Совет министров СССР постановил срочно наладить производство более удобных и эстетичных товаров. Причем это надо было сделать путем внедрения методов художественного конструирования, то есть дизайна. И так был создан Союзный научно-исследовательский институт технической эстетики, и возглавил его тот самый Юрий Соловьев, основатель первой в стране специализированной проектной организации АХБ, что примечательно, основанной именно в области транспорта. Крупные заводы открывали художественные конструкторские бюро. Это прообраз нынешних дизайн-центров. Один из них, созданный в 1968 году при заводе «Красная Сормова», разработал дизайн знаменитых метеоров и комет на подводных крыльях. И, к сожалению, даже в оттепельном СССР львиная доля ресурсов шла на оборону, а гражданские товары делались по остаточному принципу. Множество перспективных проектов советских дизайнеров не дошли дальше эскизов и прототипов, но все же транспортный дизайн в СССР вступил в свой золотой век. В 1986 году автозаводам СССР дали задание разработать и показать перспективный проект «Автомобиль 2000 года». И надо сказать, что проект дизайнеров московского АЗЛК был на редкость амбициозным, и он метко предсказал стандартное авто 2020-х, автоматическая коробка передач, экономичный дизель с турбонаддувом, причем с расчетом на биотопливо, электронная диагностика, система АБС и подушки безопасности. Однако некоторые особенности концепта АЗЛК до сих пор остаются экзотикой, такие как прибор ночного видения, приборная панель с проекцией изображения вместо стрелок или экранов, регулируемая пневмоподвеска. Даже сверхкомпактные двери крыло «Чайка» с подъемником вверх сегодня можно встретить только на редких спорткарах и на модели Tesla Model X. Распад СССР и радикальные перемены начала 90-х как будто разорвали словосочетание «промышленный дизайн» надвое. Промышленность, знавшая только плановую экономику и указания высшего министерства, оказались на грани коллапса. Многие предприятия и институты просто закрылись. Новые госграницы перерезали длинные цепочки поставок, а продукцию тех, кто еще что-то мог выпускать, сделал нерентабельным поток дешевых импортных товаров, а также неумение рекламировать свои товары. А вот дизайнеры зачастую находили для себя новые возможности. Многие уехали за рубеж, а другие остались и открыли частные дизайн-студии, где успешно выполняли заказы полного цикла по разработке продуктов, в том числе для владельцев новых приватизированных предприятий. И уже в 1992 году была создана Международная общественная ассоциация «Союз дизайнеров», представителем которой стал опытный дизайнер Игорь Зайцев. Впрочем, транспортная промышленность смогла оправиться от удара лучше многих, где-то благодаря щедрым субсидиям, а где-то за счет находчивости и реализации старых и долгожданных наработок. И уже в середине 90-х российские автозаводы смогли вывести на рынок несколько действительно успешных и новых проектов. Например, завод «ГАЗ» в 1994 году выпустил в серийное производство семейство легких грузовиков «Газель». И это было виртуозное попадение в спрос. Новая модель заполнила сразу несколько новых потребительских ниш – от мелкого бизнеса и торговой розницы до скорых, милиции и частных маршруток. Этот автомобиль без преувеличения стал одним из символов 90-х. А Тольяттинский АвтоВАЗ в 1996 году выпустил свой долгострой ВАЗ-2110. Его разработка началась еще в 1983 году. И кто знает, если бы ВАЗ смог выпустить десятку в серию еще до конца 80-х, он мог бы стать лидером на рынке и не только в России. Вместо этого дебют модели произошел в канун финансового кризиса 1998 года, после которого рынок бюджетных легковых автомобилей оказался парализован низким спросом.
Но отскок экономики не заставил себя долго ждать. Появилась значительная прослойка покупателей, более взыскательных к качеству и дизайну автомобилей. И чтобы удовлетворить этот спрос, государство будто вновь разыграло ситуацию почти столетней давности. Пригласило зарубежные концерны запустить местное производство их машин за приемлемые деньги. В результате к концу 2000-х иномарка перестала быть роскошью, а в России уже работал целый ряд новых и модернизированных заводов по производству бюджетных легковых автомобилей иностранных брендов, а позже и коммерческих машин, грузовых и пассажирских. С начала 2000-х годов российская экономика постепенно стала выходить на путь стабильного развития, как из-за стабильно высоких цен на нефть, так и благодаря правительственным реформам. Наконец был погашен внешний долг, увеличились долгосрочные частные инвестиции в промышленность. Однако главная угроза для российского автопрома – это доступность недорогих иномарок только нарастала. Они легко отбивали покупателя от старомодных российских автомобилей, даже самых недорогих. В итоге ведущие производители, такие как ВАЗ и ГАЗ, столкнулись с недостатком спроса на свои машины и вынуждены были снять с конвейера свои знаковые модели – АК, Волга и Ода. При этом в отрасль наконец пришли крупные сторонние инвесторы. Они создали холдинги, объединившие несколько предприятий, и открыли автомобильные заводы для сборки иномарок мировых брендов. Так, в 2008 году партнером стали Renault, Nissan и АвтоВАЗ, а также Daimler AG приобрел долю в КАМАЗ. В 2010-х годах, даже невзирая на мировой экономический кризис в 2008 году, заводы ГАЗ, ВАЗ и Уралаз успешно освоили выпуск совершенно новых семейств автомобилей, что не мешало стабильно расти объемом сборки иномарок на территории России. В хаосе 90-х многие дизайн-бюро и отделы при старых заводах, институтах и фирмах оказались невостребованы новыми владельцами за ненадобностью. Но к 2010 годам ситуация полностью переменилась. Стало очевидно, что промышленный и продуктовый дизайн – необходимая часть разработки и продвижения любого продукта, а в случае государства и целых экспортных отраслей. Теперь уже многим стартапам не хватает именно производственной экспертизы, которая бы стояла за привлекательным продуктовым дизайном. А другая тенденция – это проактивное развитие городского транспорта как альтернативы личному. Еще в середине нулевых в ответ на пробки в городах Министерство транспорта разработало стратегию разгрузки дорог с упором на городские виды транспорта. В результате россияне увидели новые вагоны метро, новые автобусы и низкопольные трамваи отечественного производства, удобные и эстетичные остановки городского транспорта, новые хабы бесшовных пересадок. Было испробовано множество технологий и идей для того, чтобы повысить связность в городах и даже заменить метро. Но не всем из них выпало стать реальностью, но по всем велись проектные разработки. А это значит, что спрос на квалифицированных и талантливых транспортных дизайнеров в России 2010-х годов вырос в разы. Все больше интереса к экологичному и устойчивому развитию и у государства, и у людей. С одной стороны, это вызвало бурный рост инфраструктуры электромобилей и электробусов, в том числе и на замену троллейбусам. А с другой – популярность средств индивидуальной мобильности на мускульной и электротяге, от самокатов и велосипедов до гироколес. И ведь они тоже развиваются системно, с инфраструктурой дорожек и стоянок, сервисами аренды и перехвата. И, наконец, традиционный дорожный транспорт сейчас находится на пороге масштабных сдвигов в дизайне, вещей, которые весь 20 век встречались только в прогнозах футурологов. Приближается эра умных технологий безопасности, интернета вещей и полностью автономных машин, например, как и беспилотный электробус КАМАЗ-1221 «Шаттл». И поэтому, несмотря на все трудности, которые отечественный транспортный дизайн пережил за прошедшее столетие, сейчас он не просто востребован, а, наконец, развивается самобытно, задает тенденции развития, исходя из локального контекста и задач. И вот такой рассказ о пути отечественного транспортного дизайна у меня получился. А вы как считаете, русские инженеры на что-либо способны или же есть свет в конце туннеля? Напишите об этом в комментариях. А если вам понравилось видео, то с вас лайк, а поддержать мою деятельность рублем вы можете на Бусти. Ссылочка есть в описании. Так что увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.